Привет, друзья! Вы не найдете семью Ротшильдов в списках Forbes, потому что ее состояние разошлось по многочисленным наследникам. Самые скромные подсчеты оценивают его в 350 миллиардов долларов, а нескромные – в триллионы долларов. Современные Ротшильды проживают в разных странах мира, и многие из них занимаются далекими от бизнеса вещами, заведуют историческими архивами в музеях или спасают арктические льды от глобального потепления. Сегодня мы решили узнать чуть больше об именитой семье, тем более, что некоторые факты мало известны широкой публике. Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и запостите видео в соцсетях. Далее мы расскажем, как живут Ротшильды, история создания клана и современная история потомков. Династия Ротшильдов – это самая богатая европейская семья банкиров, инвесторов, финансистов и общественных деятелей, имеющая еврейские корни. За Ротшильдами закрепилась репутация самых крупных банкиров последних нескольких поколений. Их фамилия превратилась в настоящий символ богатства. Архив Ротшильдов находится в Кембридже, а их родословная начинается более 250 лет назад. Не у всех были наследники, поэтому богатство бездетных банкиров переходило ближайшей родне – племянникам. Члены клана известны не только как банкиры. Многие из них участвуют в благотворительности и оказывают существенное влияние на мировую экономику. Династия Ротшильдов, простыми словами, это семья богатых и влиятельных банкиров, которые попутно оказывали ощутимое влияние на общественность, а также политику и экономику разных государств Европы. Магнатов занимали вопросы развития человечества, их называли настоящими филантропами. Они занимали посты в парламенте, палатах лордов, были титулованы монархами, часто выступали кредиторами правительственных организаций и частных лиц. История династии сводится к одному предку – Майеру Амшелю Ротшильду. Он родился в 1744 году, а умер в 1812 году. Всю жизнь прожил во Франкфурте на Майне. Свою деятельность начинал точно так же, как и его отец. Коллекционировал и продавал ценные монеты и кое-что из антиквариата. Родня хотела, чтобы Майер стал раввином и даже была готова спонсировать его обучение. Но явный талант к математике привел Амшеля к учебе банковскому делу. Родственники оплатили его учебу в банке Оппенгеймера. Популярность Амшеля стала расти благодаря вхождению в светское общество. На одном из мероприятий он познакомился с немецким аристократом, который тоже увлекался коллекционированием монет, генералом фон Эстерфом. Он представил еврейского коллекционера одному из богатейших монархов Европы, ландграфу Гессену-Кастельскому Вильгельму IX. После наступления наполеоновских войск ландграфу пришлось бежать в Прагу. Многомиллионное состояние было доверено Майеру Ротшильду. Бывший купец Ротшильд не только сохранил богатство ландграфа, но и сумел его приумножить. Он открыл меняльную лавку, после чего начал поставлять драгоценные металлы и камни княжеской казне. Ротшильд не боялся идти на рискованные сделки с представителями высшего света немецкого общества. Прибыль увеличивалась, популярность росла. Это и стало причиной становления его фамилии. Положение семьи в светском обществе еще более укрепилось, когда 5 прекрасно обученных сыновей были посланы в европейские столицы. Постепенно сыновья образовали самый могущественный клан. Создатели 5 банкирских домов одалживали деньги монархам и правительствам 5 стран – Германии, Италии, Франции, Англии и Австрии. Так Ротшильды стали косвенно оказывать влияние на политику Европы. Фамилия Ротшильд имеет простое значение и состоит из 2 частей. Первая – рот, трактуется как красный. Вторая – шильд, это значит щит. Именно щит красного цвета с изображением золотого орла висел над входом в родовое гнездо клана. Дом находился в городе Франкфурт на Майне, в еврейском квартале. Он принадлежал мелкому торговцу монетами, медалями и разными старинными вещицами – Ицхаку Элханану. Жил он, кстати, до 1585 года. Первым основателем дома Ротшильдов принято считать Майера Амшеля. Следом за ним идут 5 сыновей и 5 дочерей. Дочери Майера Амшеля – Жанет, Изабелла, Бабетта, Жюли, Генриетта. Сыновья Майера Амшеля – Амшель, Соломон, Натан, Карл, Джеймс, Якоб. Ротшильды создали собственную курьерскую сеть, которая оперативно доставляла им информацию о том, что происходит в мире, а также активно пользовались голубиной почтой, что давало немало преимуществ, поскольку информацию они узнавали первыми. Если было нужно, то курьеры распространяли слухи. Так случилось во время битвы с Наполеоном в 1815 году. Агенты узнали, что побеждает Англия, и направили хозяину почтового голубя с этим известием.
Ротшильд приказал своим брокерам продавать акции по немного сниженным ценам. Все решили, что это означает проигрыш Англии, и принялись в спешке отдавать акции по дешевке. Тогда Ротшильд скупил почти всю биржу и увеличил за один день свое состояние в несколько раз. Ведь он знал, что Англия победила, а значит, цены на акции здорово поднимутся, когда о победе узнают остальные. У клана в XIX веке появился собственный свод законов, которыми должны руководствоваться все члены семьи. В частности, там значилось, что ни один потомок по женской линии не имеет права на управление капиталом. Такие права имели только прямые отпрыски по мужской линии. Браки тщательно организовывались главой клана. Как правило, женили друг на друге двоюродных и троюродных родственников. Это служило общему делу – сохранению богатства внутри семьи. Результатом стало так называемое сокращение предков. Обыкновенный человек имеет 2 родителей, 4 бабушек и дедушек и так далее. А вот у Лайонела Уолтера Ротшильда, например, был один единственный прадедушка и 1 прабабушка. В 21 веке это, конечно, звучит диковато. К концу XIX века клан контролировал едва ли не половину мира. Они финансировали японскую армию во время русско-японской войны. Вкладывались в создание железной дороги в Европе, спонсировали постройку Суэцкого канала и многое другое. С этого времени фамилия Ротшильд стала синонимом богатства. О влиянии клана на сильных мира сего известна одна история, очень похожая на миф. Согласно дневнику одного из представителей семьи, в гостях у Ротшильдов часто бывала английская королева Виктория. В один из таких визитов баронесса Алиса Ротшильд прикрикнула на королеву: «Сойдите с газона, вы топчете цветы!» И Виктория подчинилась. О моральных принципах Ротшильдов тоже ходят легенды. В 1861 году российское правительство обратилось к семье за ссудой и получило резкий отказ. Дело в том, что ссуда нужна была для подавления восстаний в Польше. Ротшильды получили бы колоссальную прибыль, однако не хотели поддерживать режим, подавляющий национально-освободительные движения. Знаменитая война с Наполеоном была выиграна не без участия клана. Ротшильды вложили знатную часть своего состояния в английскую армию, а также помогали транспортировать дорогостоящий металл для изготовления солдатского оружия и защиты. Крупнейшего коллекционера из клана Ротшильдов звали Фердинанд. Всем было известно, что по завещанию собранные предметы искусства он оставит Британскому музею, и руководители музея шли на хитрость. Они подсылали к Ротшильду владельцев тех картин, которые не могли приобрести сами, и Фердинанд их покупал. Интересно, что едва ли не все женщины семьи признавались современниками волевыми особами, обладающими качествами, которые общество часто приписывает мужчинам – твердостью и упрямством. Навсегда вошел в историю науки Уолтер Ротшильд, который тоже грешил собирательством, только коллекционировал он бабочек. За всю жизнь набралось 2 250 000 экземпляров. Но Уолтер не только собирал насекомых, он организовывал многочисленные экспедиции в самые дальние уголки мира. Благодаря ему удалось открыть и описать новые виды животных – от жуков до кенгуру. В его честь были названы некоторые из них: орнитоптера Ротшильда – бабочка, жираф Ротшильда и майна Ротшильда – это скворец с белоснежным оперением с острова Бали. Во время Второй мировой войны одного из Ротшильдов арестовали немецкие солдаты и предложили такую сделку. Его отпустят, если он отдаст свой сталелитейный завод, а также предоставит некоторую сумму денег наличными. Ротшильд согласился отдать завод, но запросил за него деньги. Торговались долго, и, наконец, у немецкого командования сдали нервы. Оно заключило сделку по условиям барона. Ротшильда отпустили, правда, сделка так и не состоялась. Буквально через несколько дней немецкие войска захватили территорию, на которой стоял завод, и необходимость выплачивать деньги отпала сама собой. Семье принадлежат винокурни по всему миру, самая известная из которых называется «Шато Лафит Ротшильд», а на этикетке израильских вин «Барон» красуется портрет Эдмонда де Ротшильда. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон начинал карьеру в одной из компаний Ротшильдов и был настолько хорошим работником, что его называли Моцартом в финансовом деле. В Кембридже существует архив Ротшильдов. Охраной истории клана заведует Эмма Ротшильд, которая знаменита тем, что была самой юной студенткой Оксфордского университета. Она поступила в вуз всего в 15 лет. Один из потомков древнего клана, Дэвид Ротшильд, владеет компанией Adventure Ecology. Он активно борется за спасение нашей планеты. В 2006 году организовал экспедицию в Арктику для изучения местных льдов. В 2007 году ездил в леса Эквадора, чтобы защитить их от загрязнения и вырубки. А в 2010-м соорудил судно из 12 500 пластиковых бутылок и пересек на нем часть Тихого океана.
Во время гитлеровской оккупации Ротшильды продолжали проявлять заботу о еврейском народе. Так, Ивонна Ротшильд, супруга Энтони Ротшильда, была основательницей общества помощи еврейским женщинам и их детям, проживающим в Германии. Роберт и Нелли Ротшильды в Париже вели активную деятельность по созданию и поддержке фонда помощи беженцам. Мириам Ротшильд была попечительницей над детьми-беженцами, приехавшими из Германии в Англию. Теперь о влиянии Ротшильдов на современную финансовую систему мира. Федеральная резервная система США образована 23 декабря 1913 года. Ее главной целью было выполнение всех функций Национального банка. У агентства были далеко идущие планы – управление на мировом уровне экономикой, финансами и даже геополитикой. Особенности структуры ФРС, форма капитала – частная, акционерная. 12 федеральных резервных банков и другие частные банки объединены в сеть. Размер дивидендов, начисляемых на членские взносы – 6% годовых. Сегодня в структуре работают 38% от всех банков США, приблизительно 5600 юридических лиц. Акции без права контроля, их нельзя продать или заложить. Каждый участник обязан приобрести акции по сумме, равной 3% капитала. Главное преимущество – кредиты от ФРС для участников. Ротшильды, наряду с другими крупными банкирскими семьями, Морганами и Рокфеллерами, стали владельцами основной части ФРС. Они влияют на статус доллара и других валют. Морганы – это главные союзники Ротшильдов. Последние предпочитают вести свою работу в США без излишней огласки. Так, двоюродные братья Ламберт помогли основать в Филадельфии строительную компанию Drexel & Company. Ротшильды сегодня живут в разных государствах мира. Не все из них занимаются банковской или инвестиционной деятельностью. Некоторые из членов именитой семьи заведуют архивами, музеями, участвуют в геологических исследованиях или экспедициях по спасению арктических льдов. Как только умер основатель итальянского дома Ротшильдов Карл Майер, семья перестала заниматься финансами, фондовым рынком и вложениями. Почти такая же участь постигла немецкие дома Ротшильдов. После смерти наследника Амшеля Майера, Вильгельма Карла в 1901 году, они потеряли свою коммерческую и финансовую значимость на рынке, а также влияние в политике. Австрийский дом породистой фамилии утратил свое влияние еще при жизни Луи Натаниэля, когда Германия приватизировала Австрию в 1938 году. Династия Ротшильдов в Австрии была успешной, но во время Второй мировой войны была вынуждена сбежать в США. Им удалось избежать Холокоста, но при этом они потеряли все свои дворцы и богатства. Только в 1999 году Австрия вернула потомкам Ротшильдов несколько дворцов и некоторые произведения искусства, изъятые немцами. До наших дней дошли только две сильные ветви этой династии – английская и французская. Они уже не так сильны и популярны среди лидеров-финансистов, но влияние на финансовый рынок все-таки сохраняют по сей день. Со временем некоторые из членов семьи стали отходить от заветов Майера Амшеля. Например, Натаниэль Чарльз Ротшильд женился на нееврейке и потом принял христианское вероисповедание. Замечено постепенное охлаждение к Израилю, но полностью интерес к поддержке еврейского народа дом Ротшильдов не утратил. Например, на деньги клана возведено здание Верховного суда государства Израиль в 1992 году. С 2003 года все инвестиционные банки династии контролируются единой швейцарской компанией, во главе которой стоит барон Давид Рене де Ротшильд. К концу 2010 года СМИ зафиксировали заявление Бенджамина Ротшильда о целостности состояния клана после разразившегося мирового финансового кризиса. Магнат подчеркнул, что это стало возможным благодаря исключительно консервативным схемам управления финансами. Современная конспирология усердно пытается внедрить в умы людей идею о незаконной подпольной деятельности Ротшильдов. Якобы она причиняет существенный ущерб народам разных стран и экономике всего мира. Те аргументы, которые она приводит, учеными-исследователями ставятся под большое сомнение. На самом деле секрет успешности дома заключается в его сплоченности. Майер Амшель завещал всем своим потомкам ставить на первое место семью. Второй по степени важности была задача постоянного получения прибыли. Братья всегда слаженно вели бизнес, помогали друг другу в разных проектах. Они никогда не ссорились. Капиталы не уходили из семьи, потому что большая часть членов клана женились на своих дальних родственниках или влиятельных особах светского общества. За ними стояло не меньшее богатство. И последний вывод. Ротшильды всегда умели сплотиться и помогать друг другу в трудные времена. Мировое господство конспирологи объясняют тем, что Ротшильды состоят в секретной организации, которая называется Иллюминаты. Им дано управлять всеми деньгами мира. Они провоцируют самые полномасштабные конфликты в значимых для них странах.
Но по мнению экспертов-историков, загадочность Ротшильдам приписывают из-за того, что они не любят огласки, предпочитают вести непубличную, скрытную от общественности жизнь. Друзья, если вам понравилось наше видео, но вы еще не подписались на нас, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч. Пока.